Всем привет! В марте было немало интересных событий из мира футбольной экипировки, дизайна, моды и стиля. И вот главные из них. Chevrolet с трудом дотерпел до конца контракта с МЮ и не собирается продолжать сотрудничество. На форме Красных Дьяволов будет новый спонсор. В Бундеслиге из-за дальтоника-футболиста в последний момент поменяли цвет комплектов, а сборная России представила гостевой вариант экипировки на Евро. А еще я покажу, как будут выглядеть формы Тоттенхэма, Арсенала, Челси, Барса, Ювентуса, Реала и Баварии в следующем сезоне. Расскажу о предстоящем релизе нового поколения бутс Nike Tiempo и в конце посмотрим, кто был самым модным на футбольных полях в марте. Будет интересно. Манчестер Юнайтед меняет титульного спонсора. Chevrolet покончено. Впереди новая эпоха. Слухи о том, что сезон 2021 будет последним в 7-летнем сотрудничестве, стали появляться еще 1,5 года назад. Боссы Chevrolet считали, что контракт с МЮ — это стратегическая ошибка. Сумма в 65 миллионов фунтов в год явно завышена, тем более с учетом результата клуба. Руководителя, который подписал это соглашение, из компании убрали через пару месяцев после старта сделки, а его преемники схватились за голову. Но менять что-либо было уже поздно. И вот клуб объявил о новом партнере. На форме со следующего сезона появится логотип компании TeamViewer, сервиса удаленного доступа. По слухам, сумма новой сделки оценивается в 47 миллионов фунтов в год, что говорит о том, что Chevrolet реально серьезно переплачивал. И что интересно, сразу после официального объявления о партнерстве акции нового спонсора упали на 16%. Это что, инвесторы не верят в успех союза? Фирменные цвета TeamViewer синие, но по договоренности с боссами манкунианцев их символика будет нанесена на кипу в белом цвете. Болельщики в целом к сделке отнеслись положительно. В общих чертах логотип новых партнеров напоминает надпись Vodafone, которая присутствовала на форме МЮ в начале нулевых и ассоциируется с победами. Несколько выпусков назад я рассказывал о новых рекомендациях УЕФА по цветам футбольных форм. Люди с дальтонизмом очень плохо различают некоторые сочетания, и для них просмотр матча превращается в пытку. И такая проблема бывает не только у болельщиков, но и у футболистов. За час до начала матча с Аугсбургом администраторы Фрайбурга в спешке заменили домашнюю красную форму на резервную желтую. Причина – дальтонизм одного из футболистов команды, который попал в состав. Он не различает красные и зеленые цвета. Как раз в таком сочетании изначально и должны были играть команды. Но в последний момент кипа хозяев была заменена на желтый вариант. Главный тренер потом заявил: «Мы просто не хотели, чтобы он отдал пас чужому». Информации, кто именно из команды страдает дальтонизмом, нет. Об этой особенности часто стараются умалчивать. Из профессиональных футболистов только один публично признался в этой проблеме. Томас Дилейни из дортмундской Боруссии сборной Дании. После товарки перед Мундиалем 18 против Мексики он позвонил на радио, где обсуждался дальтонизм и сложности просмотра футбола при нем. В эфире он рассказал, что этот матч был для него пыткой. Томас также не различает красный и зеленый. Бренд Foco HL, который часто проводит эксперименты с футбольным шмотом, в последнем релизе вспомнил первые бутсы Nike Mercurial Зубастик и Роналдо. В честь легендарной пары была выпущена очень необычная футболка. Дизайн модели легко узнаваем, но выглядит она странно. Более 100 метров швов и куча ткани. Вещь весит больше килограмма. Отличная отсылка к самым легким бутсам в истории. Все работы Foco HL дико нестандартные и узнаваемые. Так они обыграли комплекты River Plate и Боки. По-моему, очень стильные свитера. Недавно авторы сделали судейскую форму с отсылкой к 90-м. А во время Мундиаля дизайнеры дропнули джерси сборных Хорватии и Франции с необычным узором в виде роз. И если вы в шоке от стиля Foco HL, то посмотрите на работу Николь Маклафлин. Она собрала кучу вратарских перчаток Пумы и сшила из них куртку. Это совместный проект дизайнера и бренда. В данном релизе авторы хотели показать, что старым вещам можно дать вторую жизнь. Девушка часто экспериментирует с разными предметами. Недавно она изготовила из мечей и других спортивных вещей Пумы бюстгальтеры, серьги из фломастеров, сланцы из тюбиков зубной пасты, шорты из упаковок с сэндвичами и еще куча всего разного и сумасшедшего. А чей стиль вам ближе, Николь или Foco HL? Пишите. Сборная Испании представила новый логотип. Минимализм захватывает футбол с каждым днем все больше. Обновленный бейдж выполнен на основе старого варианта. Теперь он монохромный, со слегка упрощенными деталями. Здесь изменения напрашивались. Все же прошлая версия была уж слишком грязной в плане мелких деталей и цветов. Но помимо эмблемы сборной было обновлено и лого Федерации. И здесь что-либо комментировать сложно. Ощущение, что этот вариант был выполнен либо бесплатно как бонус, либо его делала студия Лебедева по программе экспресс-дизайна с помощью нейросетей. Тупо буквы. Вообще пишите, вам нравится настолько минималистичный бейдж Федерации.
Теперь о сочных релизах футбольных форм. Сборная России совместно с Adidas представила выездную кипу для предстоящего чемпионата Европы. Новинка выполнена в чистом дизайне. Основа белая, на которой контрастируют детали в красном и синем цветах. Бренд на этот раз ничего не перепутал и реализовал манжеты на основе правильного триколора, которые идеально сочетаются с флагом, расположенным на груди. Болельщики со стажем наверняка сразу увидели сходство новинки с легендарной формой с Евро 2008 от Nike. Главное отличие — синие шорты. Если расценивать свежую джерси как продуманную отсылку к тому чемпионату Европы, то это огонь. Мы же любим вспоминать крутые моменты. И в истории нашей команды они есть. Новая форма интересная и простая, а белый цвет будет молодить таких игроков, как Юрий Валентинович Жирков и я. Так прокомментировал новинку Дзюба. Жирков, кстати, был в составе той крутой команды в 2008-м. Еще можно отметить, что российское подразделение Adidas дико продвинутое. Новинка была представлена в ТикТоке Германом и Нечаем. Adidas также дропнул комплекты для других команд. Сборная Германии получила гостевой вариант кипы в чисто черном цвете с едва заметными логотипами. На джерси контрастируют только манжеты в цветах флага страны. Футболка выполнена на шаблоне Condiva 20. При этом смотрится достаточно сочно. Такую я бы хотел. Выездная форма Швеции темно-синяя в тонкую вертикальную желтую полоску. Все остальные комплекты от Адика намного скучнее. Гостевая форма Бельгии, Испании и Северной Ирландии белая. Уэльса оранжевая, Шотландии голубая. Также трехполосный бренд представил комплекты для южноамериканских команд. Сборная Аргентины перед Кубком Америки представила домашнюю джерси с необычными полосками. Они выполнены из камуфляжной текстуры, которая вдохновлена картой страны. Разноцветные области — это регионы. Очень крутой способ обыграть традиционный дизайн. Основная форма сборной Мексики выполнена в черном цвете в сочетании с пурпурными узорами. Согласитесь, это очень необычно. Это третий по счету домашний не-зеленый комплект с 2015 года, и болельщики к этому относятся скептически. Любовь нашей команды к темным комплектам началась в 2008-м, когда вратарская кипа продалась в большом количестве. К Мундиалю 10-го в черном цвете решили сделать гостевую джерси, и она вошла в тройку самых покупаемых на всем турнире. С тех пор Федерация и Adidas каждый раз стараются сорвать джекпот, но прежними продажами и не пахнет. Плохо ли мы относимся к темной форме? Нет. Должна ли она быть домашней? Категорически нет. Так прокомментировал новость один из мексиканских болельщиков. Зато среди фанов Колумбии никаких споров нет. Их сборная получила стандартную кипу без каких-либо фишек. Даже не знаю, что хуже. Теперь немного о самых интересных релизах Boots. Puma выпустила особенную коллекцию для Неймара под названием Creativity. В релиз вошли безумно яркие и крутые Future Z и одежда с персональным логотипом бразильца. Как вы знаете, Луис Суарес недавно забил 500-й гол в карьере. Для брендов такие события являются долгожданными. Есть возможность красиво поздравить своего амбассадора. Puma выпустила особенные бутсы для Эль Пистолеро в цветах уругвайского флага. На пятках нанесено число 500, а сбоку рисунок фирменного жеста Суареса. Адик вслед за чисто черными Copa Sense выпустил эти же бутсы в особенной расцветке. В ней дизайнеры решили визуально подчеркнуть самые важные технологии. Глядя на пару, ощущаешь эффект того, что она разрисована маркером, как будто это какой-то скетч. В таком виде обувь кажется более инновационной, чем в черном цвете. Весна — самая горячая пора по части слухов. Клубы уже готовятся выпускать новую форму. Большинство комплектов даже запущено в производство. Еще в прошлом феврале Nike объявил, что планирует отказаться от шаблонной формы и предлагать своим партнерам огромный выбор разных воротников, манжетов, расположений логотипов, узоров. Все, чтобы дизайн не повторялся. Правда, после летних релизов показалось, что это заявление не имеет ничего общего с реальностью. Но утечки комплектов сезона 21-22 дают нам повод порадоваться. Бренд готовит много интересного. Домашний комплект Тоттенхэма будет максимально минималистичным. Чисто белая футболка. Наиболее интересными деталями являются боковые вставки с цветочным узором, который практически не виден, а также классический логотип на внутренней части ворота. Этот бейдж использовался в период с 20-х по 50-е. Было бы идеально, если бы титульный спонсор AIA окрасил свою надпись в синий цвет, но партнер клуба настаивает на красном логотипе, что, как по мне, портит общий дизайн.
А вот над новой формой Барсы бренд здорово поэкспериментировал. Она будет выполнена в сочетании вертикальных полос разной толщины и креста верхней части. Если присмотреться, станет понятно, что весь рисунок напоминает логотип каталонцев. Точно такое же расположение узоров. Такого дизайна в истории Барса еще не было, и очень интересно, как он зайдет фанатам, которые достаточно консервативны. Еще одной интересной фишкой кипы станут шорты, которые разделены пополам на два цвета – синий и гранатовый. Данный прием очень редкий. Из прошлого можно вспомнить подобную расцветку у Галатасарая. Турки сыграли лишь один матч в таком виде, а также кипу Барсы в середине 90-х. Домашняя форма Челси также будет очень необычной. Она выполнена в сочетании зигзагообразного принта и клетки по всей майке. Основной цвет по традиции синий, а по бокам будут желтые детали. По-моему, джерси смотрится круто. Согласны? А зацените будущую кипу Атлетика, и здесь дизайнерам можно выразить респект за то, как они смогли освежить очень консервативный дизайн. Полоски выполнены как будто мазками. Ощущение, что это одежда какого-то мясника. Соперники должны будут испугаться Суареса в таком луке. Даже в форме Галатасарая экипировщик пошел на эксперименты. Впервые в истории клуба футболка будет разделена по диагонали, наподобие джерси Монако. Каждая из форм, о которых я рассказал выше, будет иметь уникальный воротник и крой. Обычно Nike такое не практикует. Мне кажется, это очень-очень круто. А Adidas в новых релизах планирует отказаться от уже привычных трех полосок по бокам футболки. Этот элемент вернется на плечи. Домашняя кипа Юви вновь будет в классическую вертикальную черно-белую полосу. Многим надоели эксперименты с дизайном. Выездной комплект станет черным, а третий в сочетании желтого, синего и белого. Пока есть только макеты. И очень интересно посмотреть, как эта форма будет выглядеть вживую. Основной комплект Арсенала будет в традиционном дизайне. Красная основа и белые рукава. Главная фишка – темно-синие детали, манжеты и воротник. Гостевая джерси будет желтой. Домашняя кипа Баварии будет выполнена в сочетании двух оттенков красного цвета. Майка разделена по горизонтали. Верх чуть темнее низа. На домашней форме Реала, кроме белой основы, будут еще и темно-синие и оранжевые детали. Выездной комплект вдохновлен третьим вариантом 98 года. Тоже сочетание цветов, только в более светлых оттенках. Синий и оранжевый. Ну и о главной утечке из мира бутс. Летом Nike обновит свой самый классический силуэт Tiempo. К выходу готовится 9-е поколение. Внешний вид пары станет более олдскульным по сравнению с нынешней версией, что не может не радовать. Рифленая верхняя часть 8-х Tiempo заходила далеко не всем. Бренд обещает, что новинка будет самой легкой в истории силуэта. Бутсы уже обкатывают на тренировках амбассадоры и дают обратную связь. Ну и о самых модных ребятах, которые выделялись своим внешним видом в последний месяц. Puma Ultra вышла совсем недавно, но бренд не думает останавливаться. Уже сейчас экипировщик тестирует следующее поколение силуэта. Антуан Гризман проводит тренировки в затемненной версии новой модели. Пока информации о том, какой она будет, нет. В европейском футболе появляется все больше любителей кастома. Ручная роспись пар становится мейнстримом. В последнее время Леказет был замечен аж в двух разных версиях обуви. В игре против Тоттенхэма на нем были белые Nike Mercurial Vapor, которые разрисованы в стиле выездной формы канониров. Узор навеян мраморными залами стадиона Хайбери. А по бокам крупными буквами написано «Ляка». Первые 4 буквы его фамилии. До этого форвард тренировался в мерках, которые были выполнены в стиле третьей формы в темном синем цвете. Главная фишка этого кастома – изображение миньона. Еще в последней неделе в прокачанных бутсах играл Амад Диалло. Его обувь разрисована в стиле флага Кот-д'Ивуара, а также Исаак Мбенза из Хаддерсфилда. На нем были суперфлаи с рисунками в стиле аниме. Кстати, если вы тоже хотите разрисовать свои бутсы или кроссы, что еще круче, всегда можете обратиться в наш сервис Мяч Кастом. Прокачка обуви – это отличный способ самовыражения. Ну а главным модником месяца становится Синиша Михайлович. На матч против Наполи коуч Болоньи приехал в дико стильных Air Jordan в коллабе с Off-White. Согласитесь, очень необычно видеть такого брутального мужика в модных кроссах, по которым фанатеют сникерхеды типа Феди Смолова. На эту тему пошутило издание Bleacher Report. У себя в инсте они выложили фотку других известных тренеров с прифотошопленными кроссами. Получилось забавно, особенно сэр Алекс Фергюсон.
Друзья, новостей за март накопилось немало. Не хватило целого ролика, чтобы рассказать обо всем. Поэтому о части интересных событий я напишу в свежем посте у себя в инстаграме. Заходите и подписывайтесь. Постараюсь делать такие публикации регулярно. Пишите в комментариях ваше мнение по всем темам из этого ролика. На самые интересные сообщения я, как всегда, отвечу, а полезные подниму вверх. Ну и, конечно же, жду ваши замечания по данной рубрике. Какой раздел вам кажется самым интересным, на что делать упор в следующих сериях? И обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Впереди много интересного. И прошлые видосы оцените. Тут обзор бюджетных бутс из Спортмастера Декатлона. Здесь мы вспомнили самых долгих титульных спонсоров в истории, а тут разобрали экономику Барса. Я Юра Русанов, Мяч Лаб. Пока.